Приветствую, дорогие друзья, все посетители нашего YouTube-канала Renegade Design. Сегодня мы хотим вам презентовать наш охренительный проект для этого замечательного автомобиля Toyota Land Cruiser 300 2023 года, на который мы создали передний бампер, задний бампер, расширение кузова, кованые диски, куча всего интересного, поэтому выпуск, обещаю, будет объемный, интересный, подробный и будет много годноты. Создали полностью новый передний бампер из АБС пластика. Встает по зазорам идеально, никаких подгонок, доработок, еще чего-то не нужно. И также, если у нас есть возможность и малярка более-менее разгружена, можем вам уже крашеные прислать изделия. Присутствует решетка радиатора, боковые накладки, причем в боковых накладках родная зона освещения, которая идет в юбилейной версии. Если у вас другие какие-то туманки, то, соответственно, основная туманка у вас пойдет в базовое место, а боковая, которая подсвечивает при повороте руля, зона, она у вас, соответственно, не будет, там будет специальная заглушка. Далее, конечно, здесь предусмотрена камера, на некоторых комплектациях тоже нет кругового обзора. Если его у вас в базе нет, то без проблем можно эту зону заглушить. Соответственно, дистроник идет абсолютно на всех комплектациях. Что интересно, мы сделали две губы. У нас есть губа низкий вариант, как сейчас здесь, и есть еще верхний вариант. Отдельного внимания стоит наша задняя часть автомобиля. Это также абсолютно новый бампер. Накладки все родные переставляются, парктроники без проблем. И насадки. Насадки рабочие, не просто какая-то бутафория, повесили и будет из одной трубы выходить выхлопной газ. Нет, выходит абсолютно из всех. Запаска остается на месте. Если вам необходим фаркоп, тут он предусмотрен, можно его также использовать. У нас на эти варианты все предусмотрено, и подкрылки, и брызговики, то есть никаких дополнительных приобретений вам делать будет не нужно. Мы делаем все под ключ. Поэтому, если понравился вам продукт, то пишите, организуем. Сейчас я хочу вам продемонстрировать губа, которая более высокая. Ну, мало ли, кто-то любит за грибочками съездить, на охоту, если кто-то захочет использовать, то имеет место быть. Клиренс с высокой губой у нас получается по нижней 26 сантиметров. В нижней точке губы 26. Если вам интересно, возьмите линейку и померите, какой клиренс у вас, ну, например, у юбилейной версии. Приятно удивитесь, что красота, новые эмоции, а клиренс не страдает. У нас на данном варианте установлена губа, и, если вы обратили внимание, есть вот такие вот элементы. Их тоже по желанию можно отвернуть, снять. Но с учетом того, что мы сейчас демонстрируем, как выглядит с одной губой и с другой, ну, этой задачи не стоит снимать эти нижние пластиковые кронштейны. А так выглядит очень даже себе круто. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая вам губа нравится больше, первая или вторая. Так, и сейчас я вам покажу, какой клиренс у той губы, которая, в принципе, основная, которую мы приняли решение оставить. Получается 25 сантиметров. Всего-навсего 1 сантиметр. Сейчас хотим показать вам клиентский уже комплект, который мы будем отправлять в город Иваново. Значит, мы покрасили 218 цвет тойотовский. Плюс клиент попросил ему покрасить диффузор и в переднем бампере вставки, которые мы тоже покажем, в матовом исполнении. Такой полумат сатин у нас получился, но выглядит очень здорово и интересно. Соответственно, матовые элементы в заднем бампере, боковые, этот элемент здесь, а основное все в цвет кузова. Как я уже говорил, на белом автомобиле крышки пластиковые все устанавливаются
в предназначенные места. Парктроники специальные есть, защелки тоже сейчас вы увидите, как они у нас реализованы. Тоже все вставляется, ничего дорабатывать не надо, кому-то платить, переплачивать какие-то там сумасшедшие деньги. Когда будут слышать, о, нестандартные бампера, наверное, там криво-косо нужно пилить, точить. Ничего абсолютно делать не нужно. Как вы видите, мы крашеные уже бампера отправляем нашим клиентам. Как можно крашеные бампера, что-то с ними там точить? Это же надо будет перекрашивать. Вот тому и подтверждение, что качество супер. Ребята, вот в прошлом видео про Taycan я слегка намекнул, какая будет следующая машина. Но на самом деле это должен был быть Taycan Turbo S, потому что у меня Taycan был 4 с 571 лошадиной силы. Вот. И потом я вот сижу такой и думаю, а зачем менять одно на другое? Тот же руль, все то же самое, но будет она побыстрее ездить. Но с учетом того, что ты в городе, ну, не имеешь возможности на все деньги ехать, а я в основном в городе, думаю, ну, надо какие-то другие новые эмоции. И поэтому, как вы можете видеть и заметить, следующая тачка у нас Audi RS6. Кузов C8. Ой, ребята, после того, что я 2 года ездил в тишине, вот так, с таким звуком, и когда я завел V8 битурбо, вне всяких сомнений я принял решение купить эту универсальную машину для большой семьи, и когда у тебя куча детей, просто невероятно. Но об этом я вам расскажу уже в следующем выпуске, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и скоро увидимся. Пока!